Октябрь 1993 года. Россия на грани гражданской войны. В центре Москвы стреляют танки. Толпа протестующих захватывает мэрию. По городу разъезжают грузовики с вооруженными людьми, которые штурмуют телецентр Останкино и вступают в перестрелку с милицией и внутренними войсками. Все это стало высшей точкой политического кризиса, известного как противостояние президента Бориса Ельцина и Верховного Совета. Мы знаем, что Ельцин выйдет из этого противостояния победителем. Он удержится у власти, расстреляет здание Верховного Совета, арестует своих противников и проведет через референдум свой проект Конституции. Но в конечном счете эта победа демократа Ельцина сама станет угрозой для российской демократии. Это видео мы сделали вместе с проектом «Минута в минуту». У нас есть уже несколько роликов с ними, например, про путч 91-го. Проект также запустил собственный YouTube-канал, он уже выпустил ролик про Беслан и Нордост, а 31 декабря выпустил там поминутную реконструкцию новогоднего штурма Грозного. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Еще в описании ссылка на ускорение YouTube, если у вас замедляется. – 1993 год. Прошло около 2 лет с тех пор, как развалился СССР. Ушли в прошлое тотальный дефицит, очереди за хлебом и продажи по карточкам даже товаров первой необходимости. Но легче не становится. Наоборот, в стране происходит резкое падение уровня жизни. Деньги обесцениваются, инфляция растет чудовищными темпами. В 1992 году аж до 2500%. Средней зарплаты не хватает примерно ни на что. Буду меньше покупать. Я и так уже 2 недели до этих пор сидела на чаю на одном. Чай сладкий и хлеб. Все это побочное следствие срочных реформ, которые проводит созданное Ельциным правительство под руководством Егора Гайдара. Граждане, 2 года назад поверившие президенту, разочарованы. Ему припоминают, что тогда он обещал лечь на рельсы, если план реформ не сработает. Я отвечаю, тогда я лягу поперек рельс. Оппозиция Ельцину усиливается. КПСС после путча 91-го запрещена, но возникают и становятся все популярнее новые левые партии. КПРФ, Зюганова, Трудовая Россия Виктора Анпилова. Вице-президент Александр Рудской, который в августе 91-го защищал вместе с Ельциным Белый дом и лично арестовывал путчистов, переходит в оппозицию. Весной 93-го года он демонстративно рвет с Ельциным и перемещает свой рабочий кабинет из Кремля в Белый дом, где располагается Верховный Совет. Сама политическая ситуация в стране работает против Ельцина. Новая Россия живет фактически без Конституции. Формально документ с таким названием существует, но он был принят аж в 1978 году, совсем в другую историческую эпоху, и абсолютно не отражает ситуацию начала 90-х. Пытаясь хоть как-то привести Конституцию в соответствие с реальностью, за несколько лет в нее вносят 400 поправок, из-за чего все становится только хуже. Теперь даже профессиональные юристы не могут разобраться, что написано в основном законе, по которому живет страна. Главная проблема в непонимании, кто, собственно, какой властью обладает. В СССР высшим органом власти формально являлся Верховный Совет, такой себе странный и ненастоящий парламент, скорее напоминающий некое народное вече. В органе этом заседали не профессиональные парламентарии, а, так сказать, люди от сахи. На заводах и фабриках, в колхозах и научных институтах люди выбирали своих представителей, которые пару раз в год на несколько дней съезжались в Москву. В СССР Верховный Совет был просто ширмой для КПСС, имитацией народовластия. Никакой реальной власти у депутатов не было. Они просто утверждали решения, принятые в партийных кабинетах. Но Горбачев решил, что советскую систему можно улучшить, просто убрав из нее главный структурный элемент – коммунистическую диктатуру. Так в стране появился новый высший орган власти – съезд народных депутатов, непрофессиональный парламент, на котором избирался постоянно действующий Верховный Совет. Одновременно Горбачев ввел новую должность главы государства – президентскую, на которую его благополучно и избрали в 90-м году на съезде народных депутатов. Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента СССР.
Новую структуру власти скопировали и союзные республики, в том числе и Россия. Для этого в действующие конституции были внесены поправки. Но их было совершенно недостаточно. Не было сделано главное. В основном законе не прописали разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, без чего демократическое государство просто не может нормально функционировать. Именно разделение властей обеспечивает систему сдержек и противовесов, препятствует концентрации власти в одних руках. Людям, выросшим при диктатуре КПСС, необходимость такого подхода была неочевидна. В результате в независимой России де-факто сформировалось двоевластие, и президент, и съезд претендовали на решающую роль в политической системе. Пока у них были общие цели – выйти из-под контроля союзного центра, эта конструкция худо-бедно работала. В октябре 1991-го Пятый съезд народных депутатов РСФСР выдал Ельцину чрезвычайные полномочия – право самостоятельно и бесконтрольно осуществлять исполнительную власть, а также издавать указы, имеющие силу законов в области экономических реформ. Но когда гайдаровские реформы вызвали рост социальной напряженности, противоречивая система разбалансировалась. На волне всеобщего недовольства депутаты решили вернуть власть себе. И тут вскрылся один из самых важных недостатков системы. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, потом обсудим, что было дальше. Интересно для сравнения посмотреть, что происходит в других странах примерно в то же время. Например, в Германии, которая только-только объединилась. В 1993 году первый восторг уже прошел. Правительство осознало, что восточные земли, которые раньше занимал соцлагерь, требуют колоссальных инвестиций. Началась программа модернизации промышленности, пошла приватизация предприятий, и тогда же стали запускать программы профессионального переобучения и иммиграционные программы. Подобные инициативы дали Германии нехилый экономический буст и с годами только развиваются. Немецкие власти стремятся привлечь специалистов со всего мира, интегрировать их и помочь в реализации. Разве что Digital Nomad нормальный так и не ввели. Есть ВНЖ для фрилансеров, но мороки с ним немало. Нужно иметь капитал и заказчиков из Германии, самостоятельно платить налоги, социальные выплаты и заниматься отчетностью. К тому же в 2024 году получить такой ВНЖ стало сложнее. Поэтому компания Интермигра, которая помогает разным специалистам перебраться в Германию, запустила отдельную программу Remote для фрилансеров и удаленных сотрудников международных компаний. С этой программой у вас появится немецкий фронт-офис, а вместе с ним и доступ к международным крупным заказам. А компания возьмет на себя ваш документооборот, отчетности, выплату налогов и соцотчислений. А еще поможет вам переехать. Вы получите Blue Card, это самый крутой немецкий ВНЖ с кучей преимуществ. Ваша семья переедет по визе для воссоединения. При этом немецкий никому из вас знать не обязательно. Для участия в программе достаточно иметь высшее образование или опыт в IT от 3 лет, а также доход от 5200 евро в месяц от международных клиентов. На гражданство вы сможете претендовать уже через 5 лет, а если покажете особые успехи в интеграции, то вообще через 3 года. Программа совершенно уникальная и создана командой опытных юристов Интермигра. Так что записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы выяснить подробности программы или узнать про другие способы переезда в Германию. Способов таких немало. Среди них и те, которые не требуют такого высокого дохода. Специалисты на консультации проработают подходящую именно вам программу. Гарантия успеха будет прописана у вас в контракте. Компания помогла переехать более чем 2000 человек, поможет и вам. Подписывайтесь также на их телеграм-канал. Там регулярно публикуются полезные иммигранту новости и информация по визовым программам. Продолжаем. Действующие на непостоянной основе парламентарии, которых раз в полгода выдергивали на съезды, сваливая на них огромное количество законодательных проектов, не могли эффективно работать в тех условиях. Просто не могли во всем разобраться. И неизбежно становились исполнителями воли постоянно работающих членов Верховного Совета. А те были заняты борьбой за власть, а не стабилизацией ситуации в стране. Депутаты начинают оспаривать указы Ельцина и приостанавливать их действия. В декабре 1992 года они вынуждают президента заменить Егора Гайдара на Виктора Черномырдина, у которого репутация не либерала, а, что называется, крепкого хозяйственника. Курс на построение рыночной экономики под угрозой. Противоречия между двумя центрами власти переходят в открытую фазу. Ельцин вообще заявляет, что Верховный Совет осуществляет ползучий государственный переворот.
На съезде развернуто мощное наступление на курс, проводимый президентом правительством, на те реальные преобразования, которые удерживали страну все последние месяцы от экономической катастрофы. То, что не удалось сделать в августе 1991 года, решили повторить сейчас Я и прошу, осуществить ползучий я прошу переворот. внимания. Политический кризис мог бы разрешиться с принятием новой конституции, но разработка новой версии основного закона сама становится камнем преткновения. Ведь одновременно готовятся сразу два проекта. В Конституционной комиссии под руководством Ельцина и в Конституционном комитете под руководством Верховного Совета. По сути, идет спор о том, кто будет править Россией. В проекте Ельцина президент может накладывать вето на законы, принятые парламентом, может назначать премьер-министра, генпрокурора и судей, издавать указы, имеющие силу закона. Ему не надо отчитываться перед депутатами, он вообще в случае конфликта может распустить парламент. Фактически он контролирует все ветви власти. Это суперпрезидентская республика, в которой парламент оказывается не законодательным, а каким-то законосовещательным органом. В проекте Верховного Совета роль парламента куда более существенная. Депутаты контролируют исполнительную власть, одобряют или не одобряют указы президента, утверждают или не утверждают кандидатов на должность премьер-министра и министров, беспрепятственно принимают и издают законы. Наконец, президент отчитывается перед парламентом и не имеет права его распускать. В этом проекте законодательная ветвь власти – реальный противовес президенту. Разработка проектов Конституции шла аж с 90-го года, но к 93-му эта работа так и не завершена. И президент, и парламент настаивают на своих вариантах и ни на какие компромиссы не идут. Конфликт между президентской властью и властью Верховного Совета становится все острее. В Москве начинает работу 8-й съезд народных депутатов России. С самых первых дней его участники ограничивают президентские полномочия. Они забирают себе право назначать глав Центробанка, Пенсионного фонда и Фонда госимущества, то есть получают контроль над всеми финансовыми потоками страны. Ельцин подписывает указ об особом порядке управления до преодоления кризиса власти. Он называет съезд большевистской антинародной системой и жалуется, что депутаты все время перекраивают Конституцию, принимают произвольные решения и фактически пытаются подменить собой правительство. Согласно указу Ельцина, 25 апреля состоится референдум о доверии президенту, а также голосование по двум проектам – новой Конституции и нового закона о выборах. А до тех пор съезд не может отменять указы и распоряжения президента, то есть фактически лишается власти. Съезд предпринимает попытку импичмента президента. Но Ельцин, в случае, если решение о его отставке будет принято, подчиняться и уходить не намерен. Более того, он тайно планирует распуск съезда и силовое выдворение депутатов из Белого дома. Но пока не делает резких движений. Необходимых для импичмента 2/3 голосов не набирается. Стороны приходят к компромиссу. Съезд соглашается на референдум о доверии президенту и депутатам, а Ельцин отказывается от своего указа об особом порядке управления. Строим новую Россию. Проходит всенародный референдум. В историю он вошел слоганом «Да-да, нет-да». Именно так Ельцин предлагает ответить на поставленные вопросы. Доверяете ли вы президенту? Одобряете ли вы его политику? Считаете ли необходимым досрочные выборы президента? И считаете ли необходимым досрочный выбор парламента? Результат получился иной. Да-да, нет-нет. В целом Ельцин одерживает вверх, но его победа неубедительна. Да, чуть больше половины граждан поддерживают Ельцина и его курс, но многие требуют радикальных перемен, а Верховный Совет сохраняет свою власть. Обе стороны обвиняют друг друга во всех грехах. Рудской сообщает, что демократы работают на ЦРУ и исполняют мифический план Даллеса, что у него есть 11 чемоданов компромата на крупных чиновников, включая Гайдара и Чубайса.
В ответ власть обвиняет в коррупции самого Рудского. Летом в региональные советы на рассмотрение одновременно направляют два проекта Конституции – президентский и парламентский. В течение августа из регионов начинают поступать отзывы, и они неутешительны для Ельцина. Большинство местных органов управления поддерживают проект своих коллег из Верховного Совета. В ноябре должен собраться съезд народных депутатов, который этот проект наверняка утвердит. Президент понимает, что вот-вот может лишиться власти. Депутаты торжествуют. Председатель Верховного Совета Хасбулатов уже ничего не стесняется. Публично говорит об алкоголизме Ельцина, изображая характерный щелчок по горлу. Сказать, еще что-то сказал президент неудачное, может быть, под каким-то, так сказать, как очередным, так вот. Ну, что поделаешь, приходится мириться. Здесь, дескать, ничего такого нет. Наш мужик. Борис Ельцин издает указ о временном отстранении Рудского от исполнения обязанностей вице-президента. Верховный Совет оспаривает этот указ в Конституционном суде, и тот приостанавливает действие указа до вынесения решения. Ельцин подписывает указ номер 1400 о распуске Верховного Совета и съезда народных депутатов. Безопасность России и ее народов – более высокая ценность, чем формальное следование противоречивым нормам, созданным законодательной властью, которая окончательно дискредитировала себя. На следующий день Конституционный суд, который по тогдашнему законодательству избирался съездом народных депутатов, собирается на экстренное заседание и объявляет, что указ Ельцина противоречит Конституции. И это правда. В ней сказано буквально следующее. Полномочия президента не могут быть использованы для распуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти. В противном случае они, полномочия президента, прекращаются немедленно. В соответствии с Конституцией Верховный Совет объявляет о прекращении полномочий Ельцина. Исполняющим обязанности назначают Рудского. Вместе с Хасбулатовым он призывает людей встать на защиту Белого дома. Они уверены, что Ельцин переоценил свои силы и совершил фатальную ошибку. Считанные дни и с ним покончено. На призыв Хасбулатова отзываются многие. К Белому дому стягиваются самые разные люди. И активисты национал-патриотических движений, типа Союза офицеров, и леваки от Трудовой России до анархистов, и обычные граждане, разочаровавшиеся в Ельцине и воспринимающие депутатов как законных представителей народа. Сооружаются первые баррикады. Верховный Совет формирует альтернативное правительство. Министром обороны назначен Владислав Очалов, министром безопасности Виктор Баранников. Замминистра обороны становится отставной генерал Альберт Макашов. В августе 91-го он командовал Приволжско-Уральским военным округом и активно поддержал ГКЧП, из-за чего его военная карьера закончилась. Теперь он депутат-коммунист, известный кромешным антисемитизмом. Новые министры пытаются занять свои кабинеты в министерствах, но их туда не пускают. Московские власти отключают внутри Белого дома свет, тепло и горячую воду. Депутаты сидят при свечах, в зале заседания вместо микрофонов используют мегафоны. Уважаемые народные депутаты, идут телефонные звонки от военных округов и военных училищ. Они также с нами. Правительственные силы оцепляют здание, пока к нему стекаются протестующие. Обстановка мирная. Люди поют песни, жгут костры, слушают выступления депутатов. Среди протестующих много гражданских и молодежи. При этом немало представителей радикальных организаций. Например, приходят больше сотни добровольцев Русского национального единства, РНЕ, военизированной фашистской организации Александра Баркашова. 22 баркашовца получают от охранной службы автоматы для поддержания порядка на территории Дома Советов. У Белого дома второй день продолжается митинг в поддержку Верховного Совета. Выступает Руслан Хасбулатов. Он заявляет, что никакой компромисс невозможен. Хасбулатов по-прежнему считает, что в этом конфликте вверх возьмут депутаты, на их стороне действующая Конституция и народ. Одновременно Демократическая Россия организует митинг в поддержку Ельцина.
на Советской площади собирается до 30 тысяч человек. Так что и Ельцин уверен в своей победе тоже. На следующий день он тоже говорит о невозможности компромисса. И если кто такой нулевой вариант высказывает и хочет это подать как компромисс с президентом в связи с возникшей вот этой ситуацией, то нет. Я уже на такие компромиссы сейчас ни с какими органами не иду. Категорически против. Начинается полная блокада Белого дома. Здание окружают несколько БТР дивизии имени Дзержинского. По периметру колючая проволока. Выйти из здания можно, но внутрь пускают только журналистов. Вдоль баррикад ездит милицейский желтый БТР с громкоговорителем. Из него доносятся указы Ельцина и распоряжения ГУВД, а в перерывах ставят популярные песенки, особенно часто почему-то «Путану» Олега Газманова. Защитники Белого дома окрестили БТР «желтым Геббельсом». Стихийный митинг возле оцепленного Белого дома около 2000 человек. ОМОН вытесняет демонстрантов. Сопротивляющихся, даже упавших и женщин, избивают дубинками и ногами. Часть манифестантов отходит к метро Баррикадная, площади Восстания и улице Садово-Кудринской. Там они пытаются соорудить баррикады из всего, что попадается под руку. ОМОН преодолевает баррикады и окончательно разгоняет протестующих. К переговорам призывает патриарх Алексий II. Главная опасность, которую сегодня мы видим, это возможность кровопролития. А кровь всегда разделяет. И это ни под каким видом нельзя допустить, чтобы проливась бы кровь. А вторая опасность – это распад России. ОМОН разгоняет демонстрантов у Баррикадной, на Лубянской и Пушкинской площадях. Задержано больше 160 человек. Некоторых митингующих и случайных прохожих ОМОНовцы не только бьют, но и грабят. В Свято-Даниловском монастыре начинаются переговоры между представителями Верховного Совета и президента России. То ли приносят плоды усилия патриарха, то ли стороны испугались собственной бескомпромиссности. Кремль не ожидал массовых столкновений в центре Москвы. Руководство Белого дома обескуражено, массовых забастовок в стране не случилось, а силовики по-прежнему подчиняются Ельцину. Возможное решение видят в компромиссе, так называемый нулевой вариант – перевыборы и президента, и Верховного Совета. После длительной дискуссии стороны подписывают протокол номер 1. Из Белого дома должны уйти вооруженные отряды, находящиеся в здании внештатное оружие, поступает под контроль ГУВД. В ответ в Белом доме снова включат свет, электричество, тепло и телефонную связь, а оцепление вокруг здания будет убрано. В теории это открывает путь к дальнейшему компромиссу, к тому самому нулевому варианту – перевыборам президента и парламента. Хотя Ельцину нулевой вариант по-прежнему не нравится. В Белом доме переговорщики сталкиваются с радикальным крылом. Военный совет, сформированный силовыми министрами, требует денонсировать протокол номер 1, расценивая документ как фактическую капитуляцию. Нужно настаивать на полном снятии блокады, на полноценном доступе депутатов к СМИ, а также на вступлении в должность, назначенных съездом министров. Тем временем президентская сторона выполняет часть обязательств. В Белый дом приходят электрики. Заседание съезда признает подписание протокола номер 1 у патриарха ошибочным. Решено назначить новых переговорщиков. МВД сообщает, вооруженные формирования в Доме Советов могут выйти из-под контроля Рудского и Хасбулатова. В здании якобы почти 4000 стволов, включая пулеметы, гранатометы и даже переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер». Впоследствии окажется, что это было сильным преувеличением. В Белом доме нет и 2000 стволов, в основном пистолеты и несколько сот автоматов, что, впрочем, тоже немало.
Тем временем в Дом Советов подают электричество и тепло. На Октябрьской, ныне Калужской площади начинается митинг в поддержку депутатов. Участвует более 20 тысяч человек, много красных и имперских флагов. Лидер Трудовой России Виктор Анпилов призывает толпу идти к Дому Советов. Люди начинают движение по Ленинскому проспекту, но тот перекрыт внутренними войсками. Колонна разворачивается и обходит оцепление. Цель демонстрантов – Крымский мост. Через него подобраться к Белому дому быстрее всего. Колонна подходит к мосту. Перед ними черепаха из ОМОНовцев со щитами. Демонстранты закидывают ОМОН камнями и прорывают строй. Силовики бегут. В прорыве участвует Константин Чижиков, 75-летний инвалид Великой Отечественной войны. На фотокамеру попал его горячий спор с ОМОНовцами. Жить ветерану оставалось несколько часов. Силовики стреляют в толпу гранатами со слезоточивым газом. Но людей это не останавливает. Колонна уверенно продвигается по Садовому кольцу, один за другим опрокидывая ОМОНовские заслоны. Милиционеры в панике бегут, бросая снаряжение и технику. Толпа вооружается ОМОНовскими шлемами, щитами и дубинками. В Белом доме узнают, что демонстранты прорывают оцепление. Защитники бросаются к окнам, балконам и на улицу. По этажам носятся ряженые бог знает во что казаки, заросшие и полуодичавшие мужики и плачущие женщины. Рядом с кабинетом Александра Рудского стоит на коленях девушка и, истово молясь, сперва шепчет, а потом истошно кричит: «Прорвитесь, миленькие! Помогите! Спасите нас!» Демонстранты прорывают все милицейские кордоны и подходят к мэрии рядом с Домом Советов. Толпу пытаются остановить. В колонну на БТРах врывается спецназ «Витязь». В БТРы летят коктейли Молотова. Бойцам приходится отступить. ОМОН и милиция укрываются в гостинице «Мир» и в мэрии. Некоторые стреляют в направлении демонстрантов. Ранено около 10 человек. Была и стрельба в ответ. Убито 2 милиционеров. Демонстрантов все больше. Они окончательно прорывают заслоны и колючую проволоку и подходят к Белому дому. Их встречают защитники Верховного Совета. Толпа ликует, скандирует «Рудской президент», на мэрию и даже на Кремль. Руководители Верховного Совета узнают о стрельбе возле мэрии. В здание заносят раненых. Позже МВД будет настаивать, что защитники Белого дома устроили стрельбу по ОМОНу. Депутаты и их сторонники расскажут, что все было по-другому. Стреляли по демонстрантам из здания мэрии, где сидели силовики. Взаимные обвинения. Рудской и Хасбулатов воодушевлены внезапным успехом. И надо сегодня штурмом взять мэрию и Останкино. Штурмом взять Кремль с узурпатором, бывшим преступником Ельциным! Очалов и Рудской формируют отряды у 20-го подъезда Белого дома. Возглавляют их генералы Макашов и Тарасов. Заходить далее! Никого не трогать! Обрезать все телефонные связи! Чиновников выкинуть нахуй на улицу! Отлично! Вперед! Давайте шире шаг. Вперед! У здания макашовцев встречают внутренние войска, призывники, вооруженные дубинками. Когда начинается стрельба, солдаты укрываются внутри мэрии. Демонстранты захватывают грузовые машины, брошенные неподалеку, и таранят проход в мэрию. Здание взято. Среди захватчиков около 15 вооруженных баркашовцев.
Спасаясь от агрессивной толпы, некоторые призывники разбивают стекла первого этажа и разбегаются. Остальных спасает их командир Васильев. По рации он объявляет: Софринская бригада внутренних войск переходит на сторону Верховного Совета. Военные братаются с демонстрантами, а потом уходят якобы за оружием и больше не возвращаются. Рудской выходит по рации на частоту силовиков и пытается привлечь их на свою сторону. Еще раз обращаюсь к дивизии Дзержинского. На тебе наша кровь, поздно обращаться. Управляешь? Отольется тебе наша кровушка еще, гондон ты штопанный. Я обращаюсь к органам. Всем гарантирую жизнь. Кто участкового убил? Много преступников. Преступник, ты убил нас все. 10 минут на Ростове, открой огонь по гостинице «Мир» и пострел из гранатометов. Депутат и министр здравоохранения Чувашии Николай Григорьев прибегает в медпункт Дома Советов. Там ни одного работника, только принесенный со стороны мэрии журналист Вячеслав Шурыгин. У него ранено бедро, одежда пропитана слезоточивым газом. Министр срезает одежду ножницами и на скорую руку перевязывает Шурыгина. Генерал Макашов выходит на балкон мэрии и обращается к людям. Толпа ликует. Приветствую вас, силами народа! Вы взяли эту проклятую мэрию! И никогда на нашей земле не будет больше ни мэров, ни пэров, ни сэров, ни херов! Прошу бдительности! Внимание! Я прошу бдительности! Вот этот придурок, всенародно избранный, 1/3 голосов, сейчас может кинуться на нас. Сейчас мы заняли эту мэрию, мы будем охранять Дом Советов. Я прошу народ оставаться здесь сколько можно, вооружиться чем можно. И наша народная революция по свержению контрреволюции продолжается. Поздравляю вас, люди! Перед захваченной мэрией дает интервью Эдуард Лимонов. Мы присутствуем при русской революции сегодня, начале. Я преисполнен гордости, что я сегодня здесь нахожусь. Я всех с этой революцией поздравляю. И даже если вдруг она захлебнется на какой-то момент, то я сегодня спокоен. Мне не стыдно за мой народ. Колонна грузовиков и автобусов выдвигается на штурм Останкино. Возглавляет ее Макашов. Часть людей вооружена автоматами. А у охранника Макашова захваченный у ОМОНа противотанковый гранатомет. Вслед за ними через всю Москву идет шествие, преимущественно безоружное. Наступающие на Останкино якобы не хотят проводить штурм, а хотят просто возможности попасть в эфир. Ну а гранатомет на всякий случай. Колонну обгоняют спешащие туда же в Останкино БТР спецназа «Витязь». Командир отряда Сергей Лысюк запрашивает разрешение открыть огонь по идущим на Останкино силам. Анатолий Куликов отдает приказ оружие пока не применять. – 105 бойцов спецназа «Витязь», протаранив забор, въезжают на территорию Останкино. Они вооружены до зубов. Автоматы, пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки. Спецназ баррикадируется внутри здания. БТРы занимают круговую оборону. К телецентру подъезжает колонна из Белого дома. Перед Останкино начинается митинг с требованием предоставить эфир депутатам. Журналистов и зевак тут чуть ли не больше, чем сторонников парламента. Люди поют песни и обсуждают удачный штурм мэрии. Они уверены, охрана телецентра не посмеет открыть стрельбу. Хасбулатов выступает с трибуны парламента. Я считаю, что сегодня надо взять Кремль. Останкино взято.
Ликующие депутаты уверены, что победа на их стороне. Они не знают, что их сторонники пока только митингуют перед телецентром, где укрепился спецназ. В Останкино прибывает подкрепление. Теперь тут уже 480 человек вооруженной охраны. По периметру все так же стоят БТРы. Ельцин на вертолете прилетает со своей дачи в Кремль. В Кремле тревожная атмосфера. Вот как ее описывает глава администрации президента Сергей Филатов. Обстановка внутри него мне показалась чем-то напоминающей военное время. Кремль изнутри не освещен, машин и людей очень мало. Казалось, вокруг Кремля установился вакуум. Царила растерянность. Тем временем у телецентра генерал Макашов обращается к людям внутри телецентра и требует, чтобы они вышли на переговоры. Ему не отвечают. Сторонники Верховного Совета понимают, в эфир их никто пускать не собирается. Тогда они решают действовать, как при штурме мэрии. Разбивают стеклянные двери грузовиком. Макашов в последний раз предлагает переговоры. Он кладет свой автомат на землю, но предупреждает. В случае стрельбы последует ответный огонь из гранатомета. И командует гранатометчику приготовиться. Ответа нет. Макашов видит направленные на него из окон снайперские винтовки. Он покидает Останкино, заявив, что надо оценить обстановку и связаться с Рудским. Больше в Останкино Макашов не появится. Он вернется в Дом Советов. В телецентре раздается взрыв. От осколочного ранения погибает рядовой Витязя Николай Ситников. Позже Генпрокуратура заявит, стрелял гранатометчик из отряда Макашова. Сторонники парламента будут настаивать, что это у силовиков случайно взорвалась граната. Спецназ мгновенно открывает огонь по толпе. В считанные секунды гибнут десятки людей. Вооруженные добровольцы, безоружные демонстранты, журналисты, зеваки. Люди бросаются на землю и ищут укрытие. В ближайших домах, за деревьями и машинами. Но не уходят, ждут подмоги. В толпе ходят слухи, армия на стороне восставших. На помощь вот-вот придет то ли Тульская, то ли Таманская дивизии. Останкино прерывает вещание посреди трансляции матча чемпионата России «Ротор-Спартак». Это практически золотой матч за чемпионский титул. Его смотрит вся страна. Вот сейчас мне принесли... Уважаемые телезрители, в связи с вооруженной осадой телекомпании «Останкино» мы вынуждены прервать эфир. От пули спецназа гибнет врач скорой помощи. По версии Витязя, вместе с раненым врач положил в носилки и его автомат. Получается, то есть взял в руки оружие и стал целью для стрельбы. Очевидцы считают иначе. В темноте спецназ принял за оружие камеру раненого журналиста. Демонстранты отвечают на стрельбу коктейлями Молотова. Загорается угол телецентра. Еще пара бутылок летит в БТРы. Те отвечают беспорядочной стрельбой по людям. Президент Ельцин вводит в Москве чрезвычайное положение. Запрещается проведение митингов и демонстраций. Переговоры с Верховным Советом прекращены. Волонтерка Ольга Трусевич приехала к Останкино с медицинской сумкой. Планировала помочь демонстрантам, если тех покалечат дубинками. На месте Ольга понимает, она недооценила ситуацию.
Вокруг нее люди с перебитыми артериями, ранениями живота и груди. Раненая пулей в бедро 18-летняя девушка говорит Ольге: «Просто пришла посмотреть». Вице-премьер Гайдар идет в кабинет к премьеру Виктору Черномырдину. В приемной хаос. Суетятся растерянные сотрудники аппарата. Один из них в панике подскакивает к Гайдару. Он кричит: «Вы же понимаете, что все кончено! В течение часа нас всех перережут!» Гайдар решает, что спасти ситуацию, как и в 91 году, может только народ. Надо собирать митинг. Ельцин эту идею одобряет. Гайдар просит главу комитета по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу срочно найти 1000 автоматов и раздать их на митинге. Шойгу достает автоматы. Гайдар приезжает на канал РТР. Охрана пропускает его с трудом, все на взводе. Режиссер Станислав Говорухин едет к Останкиной и натыкается на баррикаду. Ее охраняют подростки. «А вы, ребят, за кого?» «Мы против Ельцина», отвечают ему. В руках у них, вспоминает режиссер, ни оружия, ни даже палок, а рядом на мостовой трупы. У Моссовета по призыву Гайдара собирается 1500 человек. Но от идеи раздавать автоматы гражданским пока отказываются. Вроде как к Москве идут лояльные президенту военные, а к Моссовету скоро прибудут подразделения внутренних войск. Они действительно приедут в течение часа. Ваша поддержка здесь — это источник и мужества для тех вооруженных сил, для тех отрядов милиции, которые стоят на стороне президента и выполняют приказы. Именно потому, что вы здесь, они видят, что их бросают не против народа, что народ с ними, что их бросают против кучки мятежников и заговорщиков. До Останкина наконец добираются демонстранты, стартовавшие от Дома Советов одновременно с автоколонной. В это время к телецентру подъезжают несколько БТРов, теперь их 24. Демонстранты радуются, думая, что наконец прибыли пришедшие на их сторону войска, но БТР открывают по людям огонь. Один из раненых, Алексей Шумский, умирает в реанимации НИИ Склифосовского. Ему нет и 30. В ту же ночь от пуль скончается 19-летняя невеста Алексея, Наталья Петухова. Ольга Трусевич возвращается к Останкино с медикаментами. Здесь по-прежнему стрельба. Отползая из-под огня, Ольга наталкивается на лежащего человека. Она хочет оказать ему помощь, но пульса уже нет. Ольга сдается и уезжает домой. Макашов возвращается в Дом Советов и докладывает: пробиться в Останкино не получилось. Депутаты в растерянности. К этому времени почти все защитники парламента у телецентра рассеяны. РТР – единственный канал, продолжающий работу. В его студии ведущий Первого канала. Первым говорит Леонид Ярмольник. Он призывает к миру. Уже в сегодняшнем столкновении, в сегодняшнем противостоянии нет победителей. Есть только проигравшие. А проигравшие те, кто совершенно этого не ожидали. Гибнут невинные люди. Эту кровь никогда не смыть. Следующим выступает главная звезда Первого канала – Влад Листьев. Он винит в случившемся Верховный Совет и его сторонников. Какими бы благими пожеланиями и какими бы благими обращениями к народу они не прикрывали свою кровь, вернее ту кровь, которую пролили их люди, убивая невинных людей, им все равно этого никогда уже не простят. И я не представляю, как они выйдут на трибуну где-нибудь еще и будут говорить от имени народа. В это же время в Белый дом по своей инициативе прибывают 18 военнослужащих 326-го учебного зенитно-ракетного полка вместе со своим командиром, полковником Бородиным. У них 17 автоматов и 1 пистолет. Руководство Дома Совета поручает военным охранять здание.
Наши командиры отказываются подчиняться новой власти. Мы решили выйти на поддержку народа. Молодцы. Сколько вас? 12 человек. Популярный телеведущий Александр Любимов призывает людей оставаться дома. Я не знаю, кто предлагал сегодня кому куда идти, кого защищать. Я предлагаю никуда не ходить, никого не защищать. Наш дом – это наша страна, она действительно большая, больше, чем 4 квадратных километра. Вот посмотрите, вот мы здесь все собрались, дайте общий план. Вот мы все сидели в разных компаниях, выпивали, мы сразу созвонились и приехали сюда, чтобы просто вот посмотреть вам в глаза. Давайте вот сейчас посмотрим друг другу в глаза, попытаемся улыбнуться, как бы это ни было тяжело, и спокойно ляжем спать. А завтра разберем. В Москве начинается заседание Совбеза. Начинает Виктор Черномырдин. Произошел мятеж, но мы не должны позволить ему развиваться. Какие будут предложения? Все, в том числе военные, молчат. Наконец, помощник начальника службы безопасности президента Геннадий Захаров предлагает план. 5-6 танков дадут 3 залпа по Белому дому. Затем в атаку пойдут БТРы внутренних войск, зачистку проведут Альфа и Вымпел. Министр обороны Грачев тихо обращается к Ельцину. Нужен письменный приказ, Борис Николаевич. Ельцин просит собравшихся обсудить детали без него. Бросает Грачеву. Я вам письменный приказ пришлю. И уезжает в Кремль. На телеканале РТР продолжается ночной эфир. Журналистов сменяют актеры. Эмоциональнее всего выступает Лия Хиджакова. Иностранные журналисты начинают покидать Дом Советов. Макашов понимает, утром штурм. Генерал звонит домой, хочет попрощаться с женой. Трубку берет теща и кладет на рычаг. У Останкина тихо. Территорию вокруг телецентра убирает трактор-уборщик. Из здания раздается выстрел. Водитель трактора убит. Он последний убитый у телецентра. Всего, по официальным данным, у Останкина погибло 46 человек. Получили ранения сотни. Среди погибших и ветеран Константин Чижиков, еще днем прорывавший цепь ОМОНа на Крымском мосту. Со стороны силовиков погиб один боец Вымпела, Николай Ситников. В Кремле собирают командиров силовых спецподразделений. В зал входит Ельцин. Готовы ли выполнить приказ? Гробовая тишина. Офицеры сидят с каменными лицами. Я так понимаю, молчание – знак согласия? Молчание. Поставлю вопрос по-другому, говорит Ельцин. Вы не будете исполнять мой приказ? Опять тишина. Замминистра обороны Валерий Миронов дозванивается до Рудского и спрашивает, может ли тот приехать на переговоры. Рудской отказывается, мол, на нем лежит руководство обороны Белого дома. И вообще ситуация радикально изменилась. Позавчера он еще мог пойти на компромисс, но сейчас, после расстрела у Останкина, будет стоять до конца. Так и не оформив письменный приказ о штурме Белого дома, Ельцин звонит Грачеву и отдает ему устный приказ. Грачев берет под козырек. К Дому Советов подходят вошедшие утром в столицу подразделения российской армии. Более 3000 солдат и офицеров, 10 танков, 80 БТРов, 20 БМП. В здании Верховного Совета на этот момент несколько тысяч человек. Выпущена сигнальная ракета, начинается штурм. БТРы Таманской дивизии прорывают баррикады и стреляют по защитникам парламента. 3 ранены, 6 убиты. Выстрелы звучат с обеих сторон. CNN начинает прямую трансляцию штурма. Телекамеры стоят прямо напротив здания, на крыше гостиницы «Украина».
if they should get inside that building and start moving up the stairways, they're going to find themselves in probably a hail of gunfire. We know inside of that building there are anywhere from 800 to 1,500 AK-47s on hand for people to use. So plenty of firepower. Nothing like what we're seeing on the streets of Moscow below our bureau right now, but certainly enough to cause a lot of trouble for anyone who would try to get inside that building. Глава комиссии Верховного Совета по культуре Ринат Мухамадиев осторожно подходит к окну и видит убитых защитников. Я остолбенел. Одни лежат навзничь, другие лицом вниз, третьи дергаются в конвульсиях. Кто в судорогах поднимал голову, пули тут же валили на землю. В зале Совета национальностей около 600 депутатов, а также журналисты, сотрудники Белого дома и его защитники. Они сидят в почти полной темноте. На столе президиума горят свечи. БТРы ведут огонь по окнам парламента, подавляя сопротивление защитников. Из здания ведется ответная стрельба. И атакующие, и защищающиеся переговариваются по рациям на одной частоте. Кто кому что командует, никто не понимает. Призывники, приведенные к Дому Советов, даже не знают, на чьей стороне они воюют. Мы сами не знаем, за кого воевать. Сказали стрелять туда, и все. С раннего утра на мосту, окрестных крышах и улицах собираются сотни зевак посмотреть, как штурмуют Белый дом. Многие погибнут от шальных пуль. Президент Ельцин выступает по телевидению. Дорогие сограждане, я обращаюсь к вам в трудную минуту. В столице России гремят выстрелы и льется кровь. В это же время в переулке Капранова множественные огнестрельные ранения получит Роман Денисов, ученик 10 класса Московской школы номер 981. Он скончается до прибытия врачей. Белый дом полностью окружен. Штурмовые отряды подходят к зданию при огневой поддержке со всех сторон. Рудской просит журналиста Интерфакса Вячеслава Терехова связаться по его радиотелефону с Кремлем и передать, что готов начать переговоры. Терехов звонит премьеру Черномырдину. Тот отвечает, что переговоров не будет. Защитники парламента должны сложить оружие, поднять белый флаг и выйти из здания. В НИИ Склифосовского поступают десятки людей с огнестрельными и колото-резными ранениями. Крови для переливания не хватает. Шесть танков Т-80 стреляют прямой наводкой по верхним этажам Белого дома. Там находится кабинет руководства, и там же планировалось укрываться в случае штурма. Но теперь путь отрезан. От зажигательных снарядов начинается сильный пожар. Снаряды повреждают часовой механизм на парламентской башне. Стрелки замирают на отметке 10:03. В зал Совета национальностей заходит буфетчица. Обстрел здания танками не повод, чтобы не кормить людей. Правда, на 600 человек у нее палка вареной колбасы и 2 буханки хлеба. Штурмуют не только Белый дом, но и захваченное накануне здание мэрии. По нему стреляют из крупнокалиберных пулеметов, начинается пожар. Военные занимают 2 этажа Белого дома. На 3-м и 4-м идет бой. По данным Главного медицинского управления, городские больницы уже приняли 192 пострадавших. 158 человек госпитализированы, 18 скончались. Депутат-врач Григорьев выходит в коридор, чтобы оказать помощь раненой журналистке Марине Солодухиной. Рядом в луже крови 2 убитых. Стрельба в окрестностях Белого дома продолжается.
Но людей вокруг становится все больше. Над головами зевак то и дело проносятся шальные пули. Фотограф Дэвид Тернли снимает целующуюся пару на фоне БМД. Снимок станет одним из символов происходящих событий. Вокруг Дома Советов разворачивается снайперская война. Стреляют с крыш окрестных домов по военным и гражданским. Что это за снайперы, чьей стороны, неизвестно. Стрельба вновь возобновилась. Журналист Рустем Сафронов ведет об этом репортаж. Через несколько минут снайперская пуля ранит его самого. Ой, ну полежи. Прямо у зала Совета национальности раздается автоматная очередь. В дверь входит боец в камуфляже и бронежилете. «Если в зале врачи! Если есть, на выход!» Врач-депутат Григорьев встает и берет санитарную сумку. Боец ведет Григорьева в коридор. На лестничной площадке вооруженные люди перестреливаются, укрываясь за бетонными пролетами. Григорьев говорит, что если идти по лестнице, их убьют. «Да, нас могут и убить, но выхода нет. Внизу лежит раненый мой товарищ. Человека в белом халате не тронут». Григорьев спускается по лестнице и перевязывает раненого. Возвращаясь в зал, он видит, что солдат, который позвал его на помощь, уже убит. В Белом доме находится журналист «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он просит у иностранного коллеги спутниковый телефон и протягивает его Рудскому. «Хотите интервью «Эхо Москвы»?» Рудской интервью не хочет, но телефон берет и через эфир «Эхо» обращается к военно-воздушным силам. Я умоляю боевых товарищей, кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Если слышат меня летчики, поднимайте боевые машины. Эта банда засела в Кремле и в Министерстве внутренних дел и оттуда ведет управление. Я умоляю вас, спасайте погибающих людей, спасайте погибающую демократию. Кто такие? Где старший? Старший где? Будьте любезны, помогите. В темных коридорах отряд десантников сталкивается с группой защитников парламента. Удается начать переговоры. Командиром белодомовцев оказывается генерал Макашов. Он оговаривает с капитаном ВДВ условия выхода женщин и безоружных. Рудской звонит председателю Конституционного суда Валерию Зорькину. Они нас живыми не оставят. Я тебя прошу, звони в посольство, посади человека. Пускай звонит в посольство. Пошли сюда. От Содружества независимых государств есть. Пошли сюда от Совета субъектов Федерации. Врет Черномырдин, врет Елен. Я тебя умоляю, Валера, ну ты понимаешь, ты же верующий, на тебе же будет грех. Люди массово выходят из здания с поднятыми руками. Стрельба стихает, слышны единичные выстрелы. Белый дом больше не оказывает активного сопротивления. Из здания выходят группы по 20-50 человек. Расходиться им не разрешают. Сдаются и несколько депутатов. Чтобы не попасть под пули снайперов, они бегут зигзагом. В Дом Советов приезжают переговорщики, президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов и президент Ингушетии Руслан Аушев. Они ведут переговоры с Рудским. Он вновь говорит, что его собираются убить как свидетеля и просит прислать ему иностранных послов для живого щита. Идет стрельба. Люди прячутся от пуль за парапетом. Здесь же уснул местный пьяница. Он не может понять. Он пьяный. Он здесь лежит или с субботы, или с августа 91-го. Она шальная, блядь. Кто-нибудь высуньтесь в окно! С вами будет говорить подполковник группы «Альфа». Пожалуйста, кто-нибудь один ответьте! Офицеры «Альфа» и «Вымпела» получают приказ идти на штурм, но решают нарушить приказ и отправляются на переговоры. Командир «Альфы», полковник Проценко, лично знаком с Рудским. В руках у спецназовцев импровизированный белый флаг, кусок колючей проволоки с марлей. Около 16:10 стрельба в здании стихает.
Офицеры Альфы предлагают депутатам выйти из Дома Советов под охраной спецгруппы. Безопасный выход гарантируется всем, кто сложит оружие. Из Белого дома выносят погибшего. Внезапно начинается пальба. Силовики перестреливаются с пулеметчиком, засевшим на крыше соседнего здания. Нет! Не стреляйте! Блядь, не стреляй! Группа Альфа выводит из здания около 1000 живых людей. Почти всех вскоре отпускают. Массовый исход защитника Дома Советов. Из здания выходят сотни людей. Как только пленные покидают территорию, контролируемую Альфой, их начинают избивать сторонники Ельцина. Сдаются Русской и Хасбулатов. Их вскоре и назначенных ими министров безопасности и обороны Баранникова и Очалова арестовывают, а затем вместе с Макашовым увозят в Лефортово. К этой минуте группа Альфа вывела из здания уже 1700 человек. Опознанных депутатов задерживают и отправляют на стадион в Лужники. В соседних дворах ОМОНовцы ловят вышедших из Белого дома, развозят по участкам и избивают. Всего задержано около 1500 человек. В ночь на 5 октября 6 человек застрелят за нарушение комендантского часа. В результате событий 3-4 октября, по официальным данным, ранено почти 400 человек, погибло 159. 14 погибших подростки, 28 военные и сотрудники МВД. Сергей Лысюк, командир «Витязя», чьи бойцы убили в Останкино 45 гражданских, получит Героя России. Министр обороны Павел Грачев получит орден за личное мужество. Командир Альфы Геннадий Зайцев, который спас сотни жизней, решив вместо штурма выводить людей, будет вынужден подать рапорт об увольнении. Вымпел по приказу Ельцина расформируют. В Москве хоронят погибших. В этот же день звание Героя России получает министр внутренних дел Виктор Ерин. Поскольку Верховного Совета больше нет, на всенародное голосование выносится только ельцинский проект Конституции, который предусматривает широкие президентские полномочия. Проект депутатов, объявленных фашистско-коммунистическими путчистами, даже не обсуждается. В ельцинский проект затесалось злополучное слово «подряд». Один и тот же человек не сможет занимать президентскую должность более 2 сроков подряд. В проекте народных депутатов этой лазейки не было. Там просто сказано, никто не может быть избран на должность президента более 2 раз. Ельцин рассчитывает, что благодаря расширенным полномочиям эффективно проведет реформы. Не будет отныне никакого вице-президента, и парламент не сможет ему помешать. Как стране жить по этим законам через 10 или 20 лет? Что будет, если президентом станет человек с диктаторскими амбициями? Эти вопросы отступают для Ельцина на второй план в тот момент. Когда-нибудь, заявляет он, когда демократия и рыночная экономика окрепнут, полномочия можно будет перераспределить в пользу законодательной власти. Вот только через 27 лет его преемник сделает ровно обратное. После обнародования проекта россиян целый месяц пугают, что если не принять новую конституцию, то снова случится раскол и гражданская война. В итоге за принятие Ельцинской конституции голосуют 58,4% избирателей. 25 декабря новая конституция вступает в силу. После расстрела Белого дома будут заменены не только парламент с конституцией, но даже флаг. Яркие лазоревый и алый цвета поменяют на строгие синий и красный. Таким он остается и сегодня. Из СИЗО Лефортово выпускают Александра Рудского, Руслана Хасбулатова и Альберта Макашова. Ранее избранная Государственная Дума приняла решение об амнистии всех, кто участвовал в событиях осени 93-го. Ельцин был против, но в итоге согласился. Амнистия означает, что не будет суда. Ответственность за гибель 159 человек не понесет никто. Это устроит обе стороны.
Рудской после освобождения продолжил заниматься политикой. 4 года он был губернатором Курской области. В 22-м сперва поддержал вторжение в Украину, но потом изменил свое мнение. Хасбулатов некоторое время был лидером антидудаевской оппозиции в Чечне. Много лет заведовал кафедрой мировой экономики в Академии имени Плеханова. Макашов стал депутатом Государственной Думы от КПРФ и продолжил свои антисемитские выступления. В гражданской войне сложно найти правых и виноватых. Попытка решить политические вопросы не посредством выборов и дебатов, а с помощью танков и снарядов или автоматов и грубой силы – прямое следствие множества ошибок, которые допустили обе стороны конфликта. Народные депутаты в ситуации сложнейшего трансформационного кризиса занимались популизмом и больше заботились о своих привилегиях, чем об успехе реформ, проходить через которые было тяжело, но необходимо. Ельцин в борьбе за власть пошел на прямое нарушение закона, фактически совершил госпереворот и использовал армию для достижения собственных целей. Хотя даже после этого Россия оставалась демократической страной. На первых выборах в Государственную Думу победила ЛДПР вообще. Вторая Дума оказалась прокоммунистической и чуть не объявила президенту импичмент. В 1996 году Ельцин с большим трудом выиграл президентские выборы. Да, в России 90-х, в ельцинской России, было множество проблем. Но там не существовало понятий политзаключенный, иностранный агент, нежелательная организация. Ни один оппонент Ельцина, включая тех, кто буквально противостоял ему с оружием в руках, не был отравлен или убит в тюрьме. Ни одно СМИ не было закрыто по приказу из Кремля. Ни одни выборы сколь-либо серьезного уровня не были сфальсифицированы. Ельцин не использовал все эти инструменты в своих целях. Но именно он сделал их появление в принципе возможными. В Конституции 1993 года, словно на фотоснимке, запечатлелась сложившаяся в результате октябрьских событий конструкция. Сильный президент, подчиненный ему исполнительная власть и слабый парламент. И оказалось, что если президентскую власть заполучит человек, в грош не ставящий демократические нормы, он может замкнуть всю эту конструкцию на себя, расширить свои полномочия до диктаторских и даже развязать войну. Ельцин хотел сделать невозможной реставрацию тоталитарного режима. Но получилось наоборот. Он ее приблизил. Он хотел, конечно, совершенно не этого, но получилось так. Такова цена решения правильных задач неправильными методами. До завтра.